Здравствуйте, дорогие мои! Я сегодня хотела бы показать вам один метод, как легко нарисовать любую картину, не умея рисовать вообще. То есть я беру акварельные краски, я беру масляные краски и создаю шедевры, не умея рисовать. Сейчас я покажу, как это делается. Это не просто то, что я вам расскажу. Эта идея пришла мне в голову, когда я рассматривала многие раскраски, и я подумала, а почему, собственно, люди платят за готовые раскраски в интернете, если можно не только для детей это применять. То есть не только дети могут раскрашивать раскраски из интернета, покупать это в интернете или самим распечатывать, а этим же могут заниматься и взрослые. Для этого достаточно просто иметь специальные программы типа Google Maps. Если вы, допустим, имеете такое, вы можете путешествовать по любой стране мира, и если вам какой-то пейзаж понравился, либо человек, неважно кто, вы можете сфотографировать непосредственно то, что находится на вашем экране, либо слить это из мобильника на экран, либо вы сфотографируете то, что вы видите, прямо вот есть такая возможность на клавиатуре нажать Ctrl и друг, у меня это друг, у вас это может быть печать, то есть две клавиши одновременно нажимаете, и у вас появляется фотография самого экрана компьютера. И таким образом вы фотографируете то, что вы хотите разрисовать. Что делает любой художник? Любой художник, прежде чем рисует, он намечает, скажем так, карандашом линии. Вот как я уже наблюдала за художниками, я не художник, у меня ноль знаний по этому вопросу. Я говорю то, что я наблюдала. То есть я просто наблюдатель. Да? И вот я смотрела, что они намечают примерно, где заканчивается поле, где начинается небо, где будут облака, где будет солнышко. То есть они рисуют, художники, это карандашами. Обычно это специальные акварельные карандаши, если они потом рисуют акварелью. И вот, то есть они делают наметку. Точно такую же наметку вы можете сделать, используя обычный принтер ваш. То есть вы распечатываете вот такую вот картинку на принтере. Желательно, чтобы она была светлая, как можно светлее распечатываете. И у вас появляется вот как бы очертание, вы уже знаете, где вам надо рисовать дерево, где вам надо что рисовать. То есть это та же самая раскраска, только для взрослых. Чем она отличается от обычной раскраски? Это не то, что вы видите в раскраске, когда просто обведены контуры, тут еще как бы тени тоже есть, да, вот когда вы распечатываете любую картинку, и что вы делаете? Вы разрисовываете это красками, масляными или акварельными. Вот что получается. Тут, если вы проведете, тут не видно, конечно, изображение, тут все нарисовано маслом. Да. Я не умею рисовать. Это потом все можно, конечно, обратить в рамочку. Значит, вот я вам сейчас покажу некоторые мои такие вот разукраски. То есть, в принципе, да, вот если вы хотите какую-то картину себе повесить, вам не надо для этого обращаться к художнику. Вы можете сами нарисовать себе эту картину. Вы представляете? То есть вот я нарисовала, просто распечатав вот такую вот картину. Это красками. Потом я нарисовала и вставила, естественно, потом это будет все стоять в рамках, вот такую вот картину. Если вы уберете рамку, то все здесь акварельными красками нарисовано. Причем это распечатано черно-белым, это уже все нарисовано акварелью, это не карандаш. И это не принтер, это все. Вся эта картина уже разрисована акварельными красками, и если вы, ну, конечно, мне надо было бы немножко другого размера взять рамку, но это я просто как образец вам показываю, как оно может выглядеть у человека, который абсолютно никогда не рисовал. То есть я реально никогда не держала кисточку в руках. Вот так. Вот такой вот легкий способ стать художником, не будучи художником.
Я надеюсь, этот мой метод вам понравился, и желаю вам большого удовольствия, рисуя картины самостоятельно. Счастливо, до свидания.